Переиздание, выпущенное на одинарном виниле, молочно-белого цвета, со вкладками, включающими лирику альбома и благодарности участников группы, выпущенное американским лейблом Metal Blade Records в 2014 году. Привет, интернет! Меня зовут Владислав, и это мой обзор на винил группы Death Symbolic. Что такое группа Death и какова ее роль в жанре метал, я думаю, никому объяснять не стоит. Творчество Чака Шульдингера намертво закрепилось в плейлистах большинства металлистов и до сих пор порождает множество мнений. От восторженных возгласов фаната до приступов ненависти и головной боли. От звучания компакт-диска не иначе. Каждый альбом группы индивидуален и самобытен, у каждого своя история записи и концепция. Идеи для альбомов, как правило, концентрируются в голове у Чака, но их реализация каждый раз получается абсолютно разной, благодаря меняющемуся музыкальному составу группы. Вот и история альбома Death Symbolic началась с очередной смены состава. Из группы ушли басист и гитарист по собственному желанию. Чак всячески пытался убедить их остаться в группе, но жизненные обстоятельства повернулись не самым лучшим образом. На смену текущему гитаристу Энди Чак позвал своего бывшего знакомого Бобби, которого знал как отличного гитариста. Бобби был весьма удивлен, когда Чак пригласил его играть в Death. Как выяснилось впоследствии, Чак нашел его через продавца местного музыкального магазинчика, в который частенько любил захаживать. Что же касается бывшего басиста группы Стива, то у него были большие амбиции. Он решил покинуть основной состав Death, чтобы играть в группе Seidus, а в последующем и в Testament. А на смену ему пришел Келли Конлан, которого порекомендовали Чаку его знакомые из группы Pain Principle. Оба новых участника были фанатами группы Death и были хорошо знакомы с их творчеством. Для Бобби вступление в Death оказалось легким, он начал сразу же бомбить гитарными партиями одной за другой. А самым сложным процессом для него, как он писал для Metal Crusade, оказалось выбрать из всего сыгранного им материала то, что он оставит на записи. После долгих мук выбора он, как правило, говорил: так, оставляем вот это. Для нового басиста группы Келли же присоединение к группе Death оказалось весьма сложным шагом. Когда на него вышел Чак Шульдингер, репетиции и запись альбома для него начались уже через неделю. Надо ли говорить, что это было большим испытанием для него. Но в итоге он все равно остался доволен проделанной работой. Барабанщик Джен Хоглан остался от старого состава группы Death, с которым они записывали альбом Individual Thought Patterns. Чак считал его профессионалом своего дела. Для Symbolic он подкидывал ему свои гитарные партии и просил добавить подходящие ударные. Но, несмотря на весь свой профессионализм, Джон все равно подгорал во время записи альбома Symbolic, потому как его партии были довольно сложные и разнообразные. Сам он их описывает примерно так. Мои руки играли джаз, тогда как ноги были сконцентрированы на чистом метал. Помимо смены состава, группа была вынуждена прекратить свой контракт с лейблом Relativity, на котором они записывали альбомы Human и Individual Thought Patterns. Этот лейбл имел весьма посредственное отношение к метал-сцене, и как раз после выпуска Individual Thought Patterns они решили прекратить свое сотрудничество с большинством групп метал-направления. А Death как раз оставались чуть ли не последней группой метал-направления в их каталоге. Эти ребята не имели ни малейшего представления о том, как записывать Death Metal. Чак был расстроен этой ситуацией, поэтому он решил обратиться к более опытным ребятам из Roadrunner Records. Продюсером Symbolic стал Джим Моррис, а запись проходила в его студии Mori Sound. Абсолютно все участники группы остались довольны работой с ним. К примеру, Чак считал, что Моррис сделал звук его гитары более естественным, таким же, какой выдавал его усилитель в студии, не сильно перегруженным, но достаточно тяжелым. Все инструменты для альбома записывались только вживую в студии, такова была идеология группы. Уход к корням и максимально первобытное звучание. По сравнению с предыдущим альбомом, звук на Symbolic получился более размеренным и мелодичным. Но в то же время альбом очень эмоционален. Чак хотел отправить слушателя в путешествие этим альбомом. Треки стали более продолжительными, ведь какое путешествие может быть коротким по времени, верно? Но несмотря на эту особенность, альбом нельзя назвать однозначно мелодичным, средним по темпу, либо быстрым. Как нельзя однозначно его отнести к жанру Progressive Death или Heavy Metal. На Symbolic есть как взлеты, так и падения. Музыка переходит из скоростного рифа в средний темп, потом в мелодичность, а в следующий момент может вернуться снова к скоростному рифу. При записи у группы не стояла задача сделать альбом по канонам жанра. Не было и задачи сделать самый быстрый альбом. Вообще не было никаких целей, кроме написания музыки, подходящей к темам альбома. Музыка для альбома рождалась не принудительно, а естественно, во время репетиций. Идеологией Чака всегда было самосовершенствование поиск нового звука и новых идей.
На Symbolic это чувствуется как никогда. Обложкой альбома занимался Лин Майл, который уже работал с группой над двумя предыдущими – Human и Individual Thought Patterns. Изображения сыграют себе как лирику альбома, так и его музыкальное настроение. Сверху по центру изображен глаз, символизирующий восприятие человека. Снизу мы видим мертвенно-костлявые морщинистые руки, символизирующие старость. В руках находятся пустые человеческие силуэты, символизирующие невинность, незаполненность. Верхнюю и нижнюю часть изображения связывают мрачные нити, находящиеся в движении. И все составляющие арта в целом доносят до нас концепцию альбома. Бесконечный цикл познания человеком нового, заполняющего его разум. И невозможность вернуться в начало этого цикла, чтобы воспринять вещи, увиденные ранее, невинным взглядом. И для меня обложка Symbolic явно тянет на претендента в коллекцию самых мозговыносящих обложек всех времен. Она гениальна, и она успешно доносит концепцию альбома, разработанную Чаком и воплощенную Рином, через визуальные образы. Альбом Symbolic – это своеобразное очевидное продолжение альбома Individual Thought Patterns. Лирически это более спокойный и размеренный альбом, нежели раньше. Чак успокоился после смены лейбла, лирика стала менее агрессивной, хотя она все еще соприкасается с реальностью. Оказали влияние и множество писем, полученных Чаком от его фанатов, касательно лирики предыдущих альбомов, что она в точности списана с их жизни. Это и послужило толчком для дальнейшего развития лирики в том же направлении и явилось некой связью с фанатами. Темы, затронутые на альбоме, сами по себе массовые и символичны. Потеря невинности восприятия, предательство, путешествие в мир лицемерия, нетерпимость, квест о понимании окружающего мира. Изюминкой альбома я считаю его заглавный трек Symbolic, лирика которого доносит нам единственную идею, но настолько сильную, что она останется с вами навсегда. Может, помните, как вы первый раз услышали альбом Symbolic? Наверное, были мурашки по коже. Или, может быть, это для вас был другой альбом, фильм или видеоигра? Помните, как вам что-нибудь понравилось настолько, что сразу же въелось в подкорку головного мозга? Въелось так, что вы не могли это выкинуть неделями из головы. Но через какое-то время вы переключились на другую музыку, а потом вернулись к нему снова, вспоминая, как сорвало башню в первый раз. Но, к сожалению, ощущение первого раза уже не возникает. Невинность человеческого восприятия и безуспешные попытки человечества ее вернуть. Вот о чем трек Symbolic. Символичные вещи, вызывающие ностальгию, к которым возвращаешься снова и снова, пытаясь вернуть момент. Таким для меня и стал альбом Symbolic в 16 лет. Кто-то считает этот альбом лучшим в творчестве группы, вершиной, каноном, и не безосновательно. При уже привычно сильной лирике альбома группа усовершенствовала свое звучание до предела, сделав его более естественным и цельным. Гитарная работа на Symbolic стала просто неимоверной. Практически все треки погружают в себя, а мелодия ведет от начала и до конца, не страдая от чрезмерного самокопирования и нудности. Ударная партия от Джена, заставившая его работать на пределе своих возможностей, и постоянно находиться руками на все рабочие области, прекрасно задают нужный темп и настроение альбома. Такие вещи не забываются и не уходят в прошлое. Такие вещи годами живут в сердцах фанатов. А позиция Чака – постоянно самосовершенствоваться, находить новые идеи и новое звучание – это отличный мотиватор для любой начинающей группы. И именно поэтому альбом Death Symbolic был куплен мной в коллекции. Почему я купил альбом именно на виниле, а не взял более дешевый CD или цифровую версию? У винила есть свои особенности, но давайте обо всем по порядку. Сперва минус этого издания. Однозначным минусом покупки винила является его цена, как и цена оборудования для воспроизведения. Но если вы смотрите этот обзор, я полагаю, у вас уже есть возможность слушать винил. Да, и в кругах любителей винила это не является особым минусом, поскольку все уже просто привыкли к ценам и к особенностям формата. Гораздо интереснее рассмотреть минусы записи на этом издании, а не вдаваться в вопрос войны форматов. Итак, на этом издании от Metal Blade слегка приглушен звук ударки. Он находится на заднем плане, тогда как на переднем находится гитара и вокал. Я очень люблю тарелки и ударку в целом на этом альбоме, поэтому для меня эта особенность звучания оказалась весьма неприятной, хотя и не критичной.
Еще одним спорным моментом этого издания является его наполнение, поскольку внутри у нас находится листочек, который с одной стороны содержит только лирику, а с другой стороны благодарности от участников группы. Было бы неплохо со стороны лейбла вложить в альбом буклет с информацией о записи альбома, с интервью, с редкими фотографиями группы. Иными словами, не хватает всего того, что я вам рассказал сейчас в этом обзоре. Но ничего этого нету в составе металблейдовского издания. И остается надеяться только на очередное переиздание уже другого лейбла, в котором будет представлена уже более полная информация. Надеюсь, Relapse займется когда-нибудь этим вопросом. А теперь плюсы. Главная фишка издания Death Symbolic на виниле, в отличие от CD, это детальность и четкость разделения на отдельные инструменты. Впечатление от прослушивания винила после сотни раз прослушанного CD – это как небо и земля. Если вы хотите открыть для себя этот альбом с новой стороны, обязательно попробуйте винил. Он хорош. Но вернемся немного назад к изданиям. Сколько их вообще было? Существует как минимум 3 пресса альбома Symbolic. Роадраннеровский, первопресс 95 года, который сейчас стоит на Discogs от 150 евро и выше. Переиздание от Roadrunner и Carly Records, вышедшее в 2007 году. И издание от Metal Blade, счастливым обладателем которого я являюсь. Сразу скажу, затрагивать тему первопрессов против переиздания я сегодня не буду. На это ушла бы уйма времени, и тем более первопресса у меня на руках не имеется. А из переизданий я рекомендую именно Metal Blade'овское, поскольку оно наиболее удачное в плане звука. На переиздании от Cargo Records присутствует шумная масса винила, что гарантирует вам массу бадхёртов во время прослушивания. Особенно это касается тарелок и вокала. Песочат и хрипят они просто жутчайше. Теперь, что касается издания от Metal Blade. Metal Blade'овский винил имеет тихую массу, внятное звучание тарелок и вокала, четкое разделение на отдельные инструменты. Каждый инструмент звучит отдельно, они четко распределены по сцене и звучат детально, не создавая излишнего давления на ваш мозг. Инструменты не перекрывают друг друга и не создают тем самым кашу, как это обычно происходит на CD. И еще одним небольшим плюсиком этого издания я хочу отметить качество печати. Все изображения нанесены на конверт с хорошего исходника в высоком разрешении. Поэтому доставать металлблейдовский винил с полки и рассматривать одно удовольствие. Поверьте, далеко не все виниловые переиздания имеют хотя бы половину из перечисленных плюсов, а порой имеют сверху гораздо больше недостатков. И суммируя все вышесказанное, я однозначно могу рекомендовать издание Death Symbolic на виниле от Metal Blade. Вставить в ролик музыку с этого альбома, как вы понимаете, не получится из-за копирайтов. Но я укажу в описании ссылочку на страницу моей группы ВКонтакте, где вы можете ознакомиться со звучанием данного альбома от Metal Blade на виниле. Также по ссылочке вы сможете ознакомиться со сканами всей полиграфии этого альбома. А на сегодня у меня все. Считаете ли вы Symbolic лучшим альбомом в дискографии группы? Является ли он для вас каноничным? Если нет, то какие альбомы метал-направления вы считаете символичными? Делитесь вашими комментариями внизу под видео. Также не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы не пропускать новые обзоры и распаковки на моем канале. А также вступайте в мою группу ВКонтакте, посвященную реставрации конвертов винила, а также музыке на виниле в целом. Ссылочка в описании под видео. И как обычно, слушайте только качественную музыку и слушайте ее на виниле.